Все должно было быть как обычно. Спокойное воскресенье, тихий вечер в маленьком городке Миннесоты. Но одно мгновение перевернуло все. 22 октября 1989 года в умирающем свете осеннего заката городок Сент-Джозеф тонул в мягкой оранжевой дымке. Клены шептали на ветру, на верандах вспыхивали огни, дети гуляли на улице. Это был тот самый вечер, когда мир кажется надежным и знакомым, таким, где просто не может случиться ничего ужасного. Но под этой тихой поверхностью, в тени деревьев, уже притаилось зло. 11-летний Джейкоб Уэтлинг не знал, что, выезжая на велосипеде по проселочной дороге вместе с братом Тревором и лучшим другом Аароном, он въезжает прямо в историю, в одну из самых мрачных тайн, когда-либо потрясавших Америку. Из темноты вышел человек в маске. Он не кричал, не бежал, он просто появился, спокойно уверенный, с пистолетом в руке. «Слезайте с велосипедов, лицом вниз, в канаву». Мальчики подчинились, сердца гулко стучали, в рот набивала земля и сухие листья. Мужчина спросил каждого, сколько ему лет. Его голос был ровным, почти холодным. Затем он произнес слова, от которых внутри все похолодело. «Вы двое, бегите, не оборачивайтесь». Тревор и Аарон сорвались с места, и лишь на мгновение, прежде чем исчезнуть в темноте, обернулись. Там на гравии все еще лежал Джейкоб. Это был последний раз, когда его видели живым. После той ночи Сент-Джозеф уже никогда не был прежним. Что произошло с Джейкобом Уэтлингом? Почему правде понадобилось 27 лет, чтобы выйти на свет? И какое чудовище смогло терроризировать страну почти 3 десятилетия, скрываясь прямо у всех на виду? Это не просто история о пропавшем ребенке. Это история о провале целой системы и о матери, которая отказывалась сдаваться. Но сначала вернемся назад, туда, где еще не было ужаса, туда, где жила украденная жизнь. Джейкоб Уэтлинг родился 17 февраля 1978 года в тихом городке Лонг-Прерри, штат Миннесота. Он был из тех детей, чье появление мгновенно меняет атмосферу в комнате, словно с ним приходит свет. У него была взъерошенная челка, вечно падавшая на глаза, и заразительный смех, который можно было узнать издалека. Он обожал животных, увлекался спортом и с раннего детства тянулся к звездам. Астрономия была его убежищем. Джейкоб мог часами смотреть ночное небо, гадая, что скрыто там, за его пределами. Его спальня была украшена светящимися планетами, а мечтой было стать ученым или космонавтом. Но в нем жила и другая сторона, мягкая и творческая. Он играл на тромбоне в школьном оркестре и любил подшучивать над сестрами Эми и Кармен и младшим братом Тревором. В доме Уэтлингов царила особая теплота. Джерри и Пэтти создали место, где смех звенел в каждом углу, где любовь была естественной, как воздух. Джейкоб не был идеальным ребенком, таких не существует. Он был добрым, внимательным и честным, тем самым мальчиком, о котором мечтает каждый родитель. Все лето мальчишки гоняли по округе на велосипедах, исследуя каждую тропинку, каждый пыльный поворот. В Сент-Джозефе, где жило чуть больше 7 тысяч человек, никто не боялся леса, никто не закрывал двери на замок. Свобода казалась чем-то вечным. Воздух был пропитан доверием и детской беззаботностью до той ночи. В воскресенье 22 октября семья Уэтлингов провела день как обычно. Отдыхали, убирались, готовились к новой учебной неделе. Вечером Джерри и Пэтти уехали ужинать с друзьями в Клилоутер, городок всего в 30 километрах от дома. Старшему Джейкобу поручили присматривать за младшими. Обычное дело, дети были спокойными и послушными. Около 9 вечера Джейкоб позвонил маме. Он спросил, можно ли им с Тревором и другом Аароном съездить на велосипедах в местный магазин Том-Там, чтобы взять на прокат фильм. Снаружи уже сгустилась тьма, и мысль о поездке не давала ей покоя. Она сказала нет, но мальчишки продолжили уговаривать. Через несколько минут они позвонили отцу Джерри.
Обещали надеть светоотражающие жилеты, взять фонарики и не отходить друг от друга ни на шаг. Более того, они уверяли, что договорились со старшей девочкой из соседства, та присмотрит за младшими. Джерри, тронутый их ответственностью, уступил. Это решение он будет вспоминать всю жизнь. Трое мальчишек выехали на велосипедах, смеясь, толкаясь, перекликиваясь в прохладном октябрьском воздухе. В магазине они выбрали фильм «Боевик с элементами комедии» и отправились обратно. Небо затянуло, звезды исчезли. Наступила та особая тьма, в которой даже звуки теряют направление. До дома оставалось меньше километра, и тогда из темноты вышел человек. История, начавшаяся в этот момент, растянулась на десятилетия. Она пронзила сердце целой страны и оставила шрам на американском детстве. Но самое мучительное в этом деле не только само преступление. Гораздо страшнее то, как близко следствие снова и снова подходило к разгадке и упускало ее. Потому что то, что произошло после исчезновения Джейкоба, было не просто трагедией. Это был провал всех систем, которые должны были его защитить. Когда Тревор и Аарон ворвались в дом Уэтлингов, мир уже не был прежним. Они были бледны, дрожали, глаза расширенные, как у загнанных зверьков. Слова срывались, путались, прерывались схлипами. Соседская девочка, присматривающая за сестрами Джейкоба, сразу поняла – случилось нечто ужасное. Она не стала ждать. Бросилась звать отца Мерлина, первого взрослого, который услышал полную, невыносимую историю произошедшего. Через считанные минуты зазвонили телефоны. Сначала родителям Джейкоба, потом в полицию. Пэтти и Джерри все еще за ужином бросили все и помчались домой. Дорога обратно тянулась бесконечно. Каждая секунда превращалась в пытку. Живот сжимался, руки дрожали, мысли метались вперед. Но сердце все еще отказывалось верить. К тому моменту, как они добрались, у их дома уже стояли полицейские машины. Синие проблесковые огни резали ночь. Сначала полиция действовала быстро. Следователи шерифского управления округа Стёрнс прочесывали окрестности, привезли ищеек, в небо подняли вертолеты. По дорогам мчались квадроциклы. В темноте раздавались крики. Люди звали Джейкоба по имени. Но в решающие первые 24 часа, те самые, от которых зависит все, было допущено роковое упущение. Следователи не постучались в каждую дверь. В подобных делах первые сутки священные. Воспоминания еще свежи, глаза свидетелей не успели замылиться, но район прочесали не до конца. Некоторых соседей так и не опросили. Это стало одной из самых разрушительных ошибок всего расследования. Один из домов, который остался без внимания, принадлежал Дэну Риру. Он жил совсем рядом с местом похищения у той самой проселочной дороги, по которой ехали мальчики. В ту ночь Дэн заметил кое-что странное. Небольшой автомобиль въехал на его длинную гравийную подъездную дорожку, остановился, а потом резко сдал назад и умчался прочь. Особенно это насторожило его потому, что дорога была тупиковая. Это могло быть просто совпадением, а могло ключом ко всему делу. Дэн сообщил о случившемся следователям, но его слова затерялись среди десятков других сообщений, поступавших в те хаотичные дни. И вскоре подозрение обернулось против него самого. Годы он жил под тенью чужого горя. Человек, который пытался помочь, сам стал невольной жертвой расследования. К утру поиски расширились. В Сент-Джозеф хлынули офицеры, волонтеры, журналисты. Приехали агенты ФБР. Местные церкви распахнули двери, люди приносили еду, кто-то просто стоял рядом и плакал. Впервые за долгие годы весь город дышал одним страхом. А потом услышала вся страна. Весть об исчезновении Джейкоба разнеслась, как лесной пожар. В эпоху до интернета такое случалось редко. Дело из крошечного городка вдруг оказалось на первых полосах национальных газет. Но Джейкоб был не просто пропавшим ребенком. Его лицо светлое, открытое, почти сияющее, запало в сердца людей. Предприниматели из ближайших городов объявили награду – $100 000 за его безопасное возвращение.
Тысячи листовок с фотографией Джейкоба заполнили Миннесоту. Их развешивали на автозаправках, продуктовых магазинах, даже приклеивали к коробкам от пиццы. Радиостанции по всему штату крутили его любимую песню. Между треков звучал дрожащий голос матери. «Джейкоб, мы тебя любим, держись. Мы идем за тобой». Люди завязывали белые ленты на деревьях, символ надежды. Но надежда способна ранить, если тянется слишком долго. Через несколько дней поиски превратились в одну из крупнейших операций в истории США. Было прочесано более 2000 квадратных километров. В операции участвовали Национальная гвардия, вертолеты рассекали осеннее небо, ищейки рыскали по лесам. Но следов Джейкоба не нашли. Дело не просто остыло, оно задыхалось. Каждая зацепка обрывалась в шаге от прорыва. Общественность требовала ответов. Семья Уэтлингов нуждалась в них еще больше, но силы правоохранителей были на исходе. Следователи составили несколько фотороботов по показаниям свидетелей, видевших подозрительного мужчину в магазине Том Тамп в ночь исчезновения. Он стоял у прилавка, наблюдая за детьми. Его лицо было холодным, почти безжизненным. Один из фотороботов изображал мужчину лет 50. Бледная кожа, седые волосы, острый взгляд. Но каждый звонок, каждая наводка после публикации этих изображений заканчивалась ничем. К началу ноября разочарование сменилось гневом. Эксперты критиковали расследование. Одни считали, что оно было слишком масштабным вместо того, чтобы сосредоточиться на малом радиусе. Другие, что велось хаотично, без системы. Но за всей этой критикой таилось нечто мрачнее. Ощущение, что похититель Джейкоба был не просто случайным маньяком, а человеком, который знал, что делает. Опытным, осторожным и гораздо опаснее, чем кто-либо хотел признать. И именно тогда появилась искра надежды. Молодой человек по имени Джаред Шай вышел на связь. 9 месяцев назад его самого похитили в соседнем городке Колд-Спринг. Историю, которую он рассказал, пугающе напоминала ту, что случилось с Джейкобом. Он шел домой, когда рядом остановилась машина. Мужчина в маске заставил его сесть внутрь и увез в безлюдное место. То, что произошло дальше, было ужасным настолько, что Джареду до сих пор трудно об этом говорить. Но он выжил и теперь задавался вопросом, не тот ли самый человек, что похитил его, унес и Джейкоба. ФБР не могло проигнорировать эту связь. Следователи подняли дело Джареда и изучили каждый штрих, одежду, следы, описание машины, поведение похитителя. И именно тогда всплыло имя – Дэниел Джеймс Хенрик, тихий, ничем не примечательный житель Пейнсвилля, всего в 50 километрах от Сент-Джозефа. За ним тянулся тревожный шлейф. Ходили слухи, что он интересовался мальчиками. Его даже допрашивали, но каждый раз не хватало доказательств. При новом допросе Хенрик держался спокойно, вежливо, почти безупречно и при этом ускользающе. В его машине нашли волокна, схожие с образцами одежды Джареда, но технологии тех лет были бессильны, ДНК-анализ только зарождался. Подозрения были, улик нет, и все снова рассыпалось в прах. След оборвался, а вместе с ним и надежда. Но семья Уэтлингов не сдалась. Разбитые, но непоколебимые, они отказались позволить сыну стать просто еще одной статистикой. Пэтти Уэтлинг, мать Джейкоба, превратила свое горе в силу. В январе 1990 года она основала фонд Джейкоба Уэтлинга, организацию, помогающую семьям пропавших детей и повышающую осведомленность о сексуальном насилии. То, что начиналось как крик о помощи, превратилось в движение, а движение – в закон. В 1994 году Конгресс США принял закон имени Джейкоба Уэтлинга, первый федеральный акт, обязавший штаты вести реестры сексуальных преступников. Это не решило проблему, но стало началом, первым лучом света, прорезающим тьму. И все же Джейкоб по-прежнему числился пропавшим без вести. Годами за обеденным столом Уэтлингов стоял пустой стул. Его комната оставалась нетронутой, листовки на стенах выгорали, а надежда медленно тускнела. Время вор, крадущий не только дни, но и внимание.
Мир двигался дальше. Даже полиция перестала верить в развязку. Но одна женщина – нет. Ее звали Джой Бейкер, и именно она стала ключом к разгадке того, что десятилетиями оставалось неразгаданным. Прошло более 20 лет с тех пор, как Джейкоб исчез. 21 год без ответов. 21 год пропущенных дней рождений, опустошенных праздников, утр, с которых мать просыпалась, так и не зная, жив ли ее сын или покоится где-то под землей. И в 2010 году эта тишина наконец дрогнула. Не благодаря новым технологиям, не из-за внезапного признания, а из-за блога. Джой Бейкер не была детективом, юристом или профайлером. Она была матерью и писательницей, человеком которого по непонятной причине потянуло в тень старого, почти забытого дела. Может, это был взгляд Пэтти Уэтлинг. Может, чувство вины и беспомощности тех мальчишек, которым пришлось убежать ту ночь. А может, просто пугающая мысль. Это могло случиться с любым ребенком. Какой бы ни была причина, Джой не смогла отпустить эту историю. 23 октября 2010 года, в день, следующий за 21-й годовщиной исчезновения Джейкоба, она опубликовала пост в своем блоге под названием «Где-то есть Джейкоб». Пост был тихим, без громких заголовков, но в ее словах звучала правда, от которой невозможно было отвести взгляд. Она не искала сенсаций, не гналась за славой. Она просто задавала вопросы, которые остальные давно перестали задавать. Почему это дело так и не раскрыли? Почему некоторых подозреваемых проигнорировали? Почему спустя столько лет так много остается без ответа? Ее текст звучал честно и поэтому зацепил. Блог Джой Бейкер стал цифровым фонариком, освещающим углы старого дела, куда давно не заглядывал никто. Чем глубже она копала, тем больше находила нитей, которые следствие когда-то упустило. Именно так она наткнулась на историю Джареда Шая, мальчика, пережившего нападение за несколько месяцев до похищения Джейкоба. Его дело давно пылилось в архивах, но когда Джой связалась с ним, оказалось, что он помнит все. Каждый порыв ветра, каждое слово, каждый взгляд мужчины в маске. Их разговор стал началом сотрудничества. Джой и Джаред вместе разбирали карты, полицейские отчеты, старые вырезки из газет. Они не были профессионалами, но у них было то, чего не хватало многим детективам – упорство и вера. И тогда все вдруг сошлось. Повторно анализируя дело Джареда, они наткнулись на старую статью 1987 года о тревожной серии нападений на мальчиков в городке Пейнсвилл, получасе езды от места, где исчез Джейкоб. Мужчина в маске, нападения на мальчиков, угрозы, сексуальное насилие, попытки похищения. Тогда это казалось случайностью, но когда Джой отметила все случаи на карте, у нее перехватило дыхание. Это был не хаос, это был узор. Они назвали его кластером Пейнсвилля. Как минимум 5 нападений в одном районе с одинаковыми деталями. Это не совпадение, это след хищника. И тогда всплыло имя, забытое годами, Дэниел Хинрик. Он жил в Пейнсвилле, его допрашивали, полиция брала образцы волокон. Но тогда наука еще не могла подтвердить совпадение по ДНК. Дело застыло до поры. В 2014 году Джой и Джаред передали свои материалы полиции. В Пейнсвилле началась новая проверка архивов, а год спустя, в 2015 году, современная ДНК-экспертиза дала результат. Совпадение. След принадлежал Дэниелу Джеймсу Хинрику. В июле 2015 года его арестовали, формально за хранение детской порнографии, но на самом деле все понимали зачем. Следствие ждало, что давление заставит его заговорить. Долгое молчание закончилось сделкой. В обмен на смягчение наказания последовало признание. 31 августа 2016 года, спустя 27 лет, Хинрик повел полицию по проселочной дороге неподалеку от Пейнсвилля, к месту, где все закончилось. Там под слоями земли нашли Джейкоба. Его опознали по зубным записям, по красной футболке. Пит Уэйтинг всегда верила, что сын жив. Ее надежда рухнула, но правда все же пришла. Запоздалая, тяжелая, но настоящая. В суде Хинрик говорил спокойно, почти безжизненно.
Он рассказал, как выбрал Джейкоба, как обещал, что не причинит вреда, а потом выстрелил. Никаких эмоций, никаких извинений, только холодная, клиническая память. Пэтти сидела в зале суда, прижав ладонь к сердцу. 27 лет ожидания, 27 лет боли и конец, который никому не принес облегчения. Но даже разрушительная правда все же форма свободы. Теперь они могли похоронить сына, могли сказать ему «последнее прощай». После признания Хенрика следствие подтвердило, он совершил десятки сексуальных преступлений против мальчиков. Но Джейкоб остался единственным, кого он убил. Остальные выжили. Многие годами молчали, некоторые до сих пор не готовы говорить. И все же именно этот кластер, на который обратили внимание Джо и Джаред, стал ключом. Он показал, что Хенрик действовал не импульсивно. Он охотился долгие годы, системно и безнаказанно. В ясное сентябрьское утро 2016 года семья Уэтлингов простилась с Джейкобом на кладбище аббатства Святого Иоанна в Колледжвилле, совсем недалеко от того места, где когда-то мальчик мечтал под звездами. Его красная футболка лежала рядом, символ того, что круг наконец замкнулся. Но завершение не всегда значит исцеление, потому что когда трагедия длится почти 3 десятилетия, финал не приносит покоя. Он оставляет шрам, и этот шрам стал национальной раной. История Джейкоба изменила Америку задолго до того, как его тело было найдено. Еще в 1994 году, всего через 5 лет после его исчезновения, Конгресс США принял закон имени Джейкоба Уэтлинга, обязавший штаты вести учет сексуальных преступников и преступлений против детей. Это был первый федеральный закон, обязывающий сексуальных преступников регистрироваться в правоохранительных органах. Он стал прорывом, светом, зажженным из тьмы. Позже этот закон вдохновил закон Меган, сделавший реестры публичными, а затем создание национальной базы данных сексуальных преступников, ставшей краеугольным камнем современной системы защиты детей. И ничего этого не случилось бы без одной женщины – Пэтти Уэтлинг. Она потеряла сына, но не позволила его имени исчезнуть. В горе она стала силой. На глазах у всей страны из матери, раздавленной трагедией, превратилась в человека, изменившего законы. Она выступала перед Конгрессом, говорила в школах и на международных форумах. Каждый раз, выходя к микрофону, оставалась матерью, лишенной ребенка. И где-то глубоко внутри все еще задавалась вопросом, не замерз ли он, не голоден ли, не боится ли сейчас мой мальчик. Когда дело официально закрыли в 2016 году, Пэтти произнесла слова, которые потрясли всю страну. «Для меня Джейкоб был жив до самого конца. Я никогда не переставала верить, но теперь нам нужно нести его дальше. Но теперь по-другому». Этот другой путь стал ее миссией. И она была не одна. Джой Бейкер, блогерша, чье упорство помогло возобновить расследование, стала близкой подругой семьи. Она не искала славы, она просто хотела правды, но на деле подарила Уэтлингам нечто куда большее – движение, направление, надежду. Вместе они написали книгу «Дорогой Джейкоб. Путь матери сквозь надежду». Это не просто история преступления, это история выживания, о том, как любить человека так сильно, что даже его отсутствие формирует каждый день твоей жизни. В интервью Джой нередко говорила, что она не храбрая, просто любопытная. Но теперь ясно, именно это любопытство и спасло дело. И вот когда Джейкоб наконец вернулся домой, вся страна спросила, что дальше. Дэниела Хенриха приговорили к 20 годам тюрьмы. Не за убийство Джейкоба, а за хранение детской порнографии. Таковы были условия сделки. Это решение не принесло удовлетворения, оно не было соразмерным преступлению, но это было что-то. Сделка вызвала бурю споров. Одни считали, что чудовище ушел от правосудия, другие, что иначе Джейкоба никогда бы не нашли. Семья Уэтлингов поддержала сделку. Для них была важнее правда, а не возмездие. Им нужно было знать, прекратить мучиться сомнениями, просто закончить. Но на этом они не остановились.
Пэтти продолжила работать, теперь с еще большей решимостью. Она начала выступать за реформу тех самых законов, созданию которых когда-то способствовала. Сегодня в школах по всей стране детям рассказывают о Джейкобе не только как о жертве, но и как о катализаторе перемен, мальчике, чья трагедия спасла других. В Миннесоте 22 октября официально отмечается как День Джейкоба Уэтлинга, день, посвященный детям, доброте и единству. И каждый раз, когда кто-то видит лицо пропавшего ребенка на листовке, когда родитель напоминает ребенку о безопасности, когда реестр помогает предотвратить новые преступления, Джейкоб там, не в страхе, а в наследии. Потому что иногда самый громкий голос – это тот, которому больше никогда не суждено заговорить. Когда исчезает ребенок, рушится не только семья, рушится само ощущение безопасности, и оно уже никогда не становится прежним. После того, как в 2016 году тело Джейкоба Уэтлинга было найдено, тысячи семей по всей стране начали говорить вновь. История Пэтти вдохновила других родителей не сдаваться. Среди них была Колин Ник, мать пропавшей 6-летней Морган. Когда она услышала, что Джейкоба нашли, записала в дневнике: «Если Джейкоб вернулся домой, значит и Морган тоже может». Имя Джейкоба стало не только символом трагедии, но и движением вперед. Из его истории родились законы. Закон Меган, закон Адама Уолша и сама система, которая сегодня защищает детей. После этого имя Джейкоба зажило новой жизнью. Его историю преподавали в школах, анализировали юристы, цитировали священники. Но главное влияние невидимое. Мать, провожающая ребенка в школу, отец, придумывающий секретное слово на случай опасности, подросток, дважды подумавший, прежде чем сесть в чужую машину. Он стал напоминанием. Зло может быть тихим, привычным стоять рядом и улыбаться. Хищники не носят масок чудовищ, они прячутся в обычности. Именно поэтому важно видеть, слушать и замечать. История Джейкоба – это не просто трагедия, это предупреждение, потому что его смерть можно было предотвратить. Все улики были на виду, но система не услышала, не соединила точки, не поверила жертвам. И теперь вопрос звучит острее, чем когда-либо. Сколько еще детей мы потеряли не только из-за зла, но и из-за молчания? Но даже в этой тьме есть свет. Блогерша Джой Бейкер, которая не позволила делу умереть. Соседи, делившиеся воспоминаниями. Мать, которая превратила боль в закон. Эти люди и есть причина, почему правда все-таки вышла наружу. Когда Джейкоба нашли, Уэтлинги наконец смогли попрощаться. Город Сент-Джозеф собрался вместе. Дети держали подсолнухи, любимые цветы Джейкоба. Тысячи людей молчали в унисон. Для брата и сестер Джейкоба это прощание было особым. Тревор, младший брат, который был там в ту ночь, нес особую боль, вину выжившего и детство, оборванное слишком рано. Он видел, как забрали брата. Он бежал за помощью, он остался жив. И годами задавал себе один и тот же вопрос: почему не я? Он редко выступал публично, но когда говорил, его слова звучали пронзительно. «Я потерял брата, да, но я также потерял того, кем был. Та ночь изменила не только нашу семью, она изменила меня. Она отняла у меня веру в то, что мир безопасен». Сестры Джейкоба Эми и Кармен столкнулись с иной тишиной, той, что приходит, когда ты еще слишком мала, чтобы понять все, но уже достаточно взрослая, чтобы чувствовать каждую ноту боли. Они росли не в тени страха, а в свете наследия. Видели, как родители превращают горе в активизм, как дом наполняется письмами от незнакомцев, репортерами, агентами ФБР. И все же они смеялись, играли, совершали ошибки, потому что именно этого хотел бы Джейкоб. Каждый из них нашел свой путь – карьеру, отношения, семьи, но Джейкоб никогда не покидал их. Он был невидимой нитью в каждом важном решении, вопросом на каждом повороте. Гордился бы мной Джейкоб. На самом деле вся семья Уэтлингов несла бремя, которое большинство из нас никогда не поймет. Быть одновременно горюющей семьей и национальным символом. И они несли его с достоинством. Не идеально, не без шрамов, но с глубокой, трогательной человечностью. Потому что в мире, где часто путают силу и жестокость, Уэтлинги показали нам другое. Настоящая сила – это оставаться мягким, даже когда у тебя есть все основания
ожесточиться. Джаред Шай, мальчик, переживший нападение Хенриха в 1989 году, стал одним из тех, кто превратил боль в голос. Годами он носил вину. Если бы мое дело восприняли серьезнее, может, Джейкоб был бы жив. Но вина, обретшая цель, становится силой. После того, как тело Джейкоба нашли, Джаред начал делиться своей историей. Не ради себя, а ради других. Он выступал перед студентами, группами поддержки, людьми, пережившими насилие. Его послание было простым, но пронзительным. Ты не сломан, ты не забыт, и ты не один. Джейкоб Уэтлинг – это не дело в архиве, не заголовок в газете. Это мальчик, который любил животных, играл на тромбоне и мечтал о космосе. Он стал компасом, напоминанием, что один голос может изменить мир. Одна велосипедная прогулка изменила все. Один блог изменил расследование. Один акт любви спас сотни детей. История Джейкоба не заканчивается. Она живет в каждом, кто слушает, верит и выбирает неравнодушие. Если бы не блог Джой Бейкер, сколько еще лет тело Джейкоба лежало бы в земле? И сколько еще дел ждут своего блогера? И еще вопрос. Представьте, что вы один из мальчиков, переживших нападение Хенриха, но молчавших 20 лет. Что мешало вам заговорить? Стыд, страх или вера, что все равно никто не поверит? Напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Если вам важно, чтобы такие истории не забывались, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки, чтобы это видео появилось в рекомендациях других людей. А еще у меня есть Рутуб-канал, где все видео выходят на пару дней раньше и без каких-либо ограничений. Ссылка в закрепленном комментарии. Спасибо, что вы были со мной до конца. Берегите себя и своих близких.